这邻居家给的真是优异价格了，300卢布1公斤。你摸一下。吃。这在俄罗斯农户家买牛肉是一种什么样的体验呢？事情是这么回事，在今天一大早起来，老丈人就把我们都叫过来，说邻居家宰了头牛，正在卖牛肉呢。那牛肉又新鲜又好，让我们一起过去买点回来，然后给大家分一下。我心思那感情好啊，那就开车去吧。这可真的是邻居，油门还没踩一半呢，就到地方了。我собака есть。不。刚杀的就。Я не знаю, ну вот целая получается. Ну, ребринку и ляшечку. Нет, вот передок, вот передок, вон передок, вон ребрышки. 29 700, ложитесь, мы вам срежем. А, ну все, 29 как раз. 29 700. 300卢布1公斤，还挺便宜。不得不说啊，这邻居也是真够意思的了。这么新鲜的牛肉卖给我老丈人，他们只要300卢布，而且是300卢布1公斤，换算成人民币的话，也就10多块左右1斤，那是相当便宜了。果真这么多年的邻居没白当啊！这秤还比较古老，有年头的这秤啊。24 800. Все, ты согласен, блядь? Не, полностью, вот это, мы там дома разделим. Вот это я вот... А рубите и все ли по Да, и мы все это там дома у нас есть, решить, вешать. Ну все, нести вам? Все? Там постельно у вас. Ляжку разрубим. Куда постелить здесь? А вы постелили, да? Да, в машине постелили. А ну все, мы несем, мы отвечем вот эту хотел. И все. 买了一个大牛排，然后又买了个大腿，应该。Аккуратно дома решить. Вот так, вперед. Вот так. Ого. Все добро, до свидания. До свидания. Давайте, мои хорошие. Заявок много было, давай, мои хорошие.牛肉，да, 牛肉。 В городе это 500-600 стоит. Серьезно? Вот это листая, да? Сколько мяса есть?一个牛大腿，还有一大扇儿，这个是牛排骨，2小扇儿，然后这样开始使用刀法了，切大骨头。要说我这老丈人嘎肉的刀法还是够犀利的，手起刀落，一气呵成。不过可能是觉得拿刀嘎不过瘾，直接化身成维京战士，拿起斧子就开砍了。Не бойся. 吃 Рублю. Ого. Страшно. Ужасно. Самое вкусное место. Вкусно? Вот это вместо сколько грамм? Сколько всего килограмм? Там 24 и там 23. 47. 47 килограмм. Вместе 47? О, я думаю побольше. 47公斤。 Будешь варить? 这些。这邻居家给的真是优异价格了，300卢布1公斤。这一个大排骨，还有2扇小排，然后再加上这个牛大腿，一共47公斤，不到100斤。行了，兄弟们，这100来斤的牛肉，不知道要吃多少天呢。
到时候煎煮烹炸都给他安排上，做一顿牛肉大餐。你们家买这些牛肉得花多少钱呢？欢迎评论区留言。今天的视频就到这里，咱们下期再见。Папа! Отправляю. 这给俄罗斯老丈母娘过生日是一种什么样的体验呢？这一晃啊，又迎来了1年1度我老丈母娘过生日这一天。总看我视频的朋友都知道，这在俄罗斯对于普通老百姓来说，每年过生日都是非常重要的时刻，那都快赶上过年了。每年这二老过生日的时候都能聚齐不少人。这不，今年姐姐和姐夫也特意回来了，就是要给这老同志好好的庆祝一下生日。我这老丈人虽然外表上看着挺直男，但对于我老丈母娘那是十分的用心。我们去买花，他也跟着去，说是要给我老丈母娘一个惊喜。Чё мама подарить, баба? Не знаю, я вот дома с Дарьей спрашиваю. Это скопил 3000 потихоньку. Надо что-то купить духов. Она духи, воду любит, туалетные духи. Ну. Сегодня ты готовый будешь? Что не Там будет? без меня хватит готовщиков. Ну почему? Помогу кушать. 这老丈母娘过生日，鲜花肯定不能少，所以我们也是先来到了鲜花店买束鲜花和一些装饰品。接着我们去了礼品店，老丈人准备送丈母娘1瓶香水，那挑选的叫一个印针。Ну-ка, смотри. Евгения Алексеевна сладкие любит тоже сильно. Ну, не сильно сладкие, но уже тяжелые. Тоже приятно. Все, баба, купила уже? Купил, Миш. Как, думаю, мама понравится? Да. Думаю, что понравится, Миша. 瞧我这老丈人自信满满的样子，看来对自己挑选的礼物很是满意呀。不过满不满意还是得收礼物的说了算。于是我们买完礼物就赶回家，给老丈母娘庆生。Днем рождения! Спасибо, доченька, спасибо. С днем рождения, мама. Спасибо, мои хорошие, спасибо. Мои хорошие. Ты подарки брать будешь? Я Мишу еще не поцеловала. Спасибо. В первую очередь надо поблагодарить, а взять мы успеем. Днем рождения. Ой. Спасибо. Смотри, какой торт. Ты вообще понимаешь, что это? Ну, конечно. Книга. Я вижу, доченька, вижу. Хороший торт. Ну, пусть пока не надо. 60 лет, да? 65. 65. 65. Ну, я почитала 65, я плюс лотом что-то перепутал. Ну. 这一收到礼物，我这老丈母娘开心的像个孩子，迫不及待的就要开礼物了。 Ну, ладно. Вот это меня интересует. Папа подарок интересует. Ага. Ну, это, как я понимаю, духи, да? Да, арабский. Это ты открой, пойми. Арабские? Ну, нифига Это я себе. ничего не добавляла, это все папины деньги. Папа все на свои. Ну, нифига себе. Вот это да. Мне еще арабских никто не дарил. Да. Даша. Да, почувствуется хорошая. Волосы посушить. Ну, у меня старенькие, которые были, Ваня, забрал, но у меня нет. О, как раз он сейчас вот Наташа подарила нас. Подарки закончились. Нет, там еще один подарок. Нет. Еще один. Я думала, как приятно. Это мой подарок. Крем для лица. Хороший, мама, не дешевый. Это что, доченька? Это молочко для тела. Брошка, да? Это Таша подарок был. Приклеить. Ух ты, давай. Это мне подарок. Миша, Таша выпала. Вот и банки хорошо, главное кармашки. Капюшон. Из капюшончика. А не мерзнет. О. 这送礼和开箱环节就到此为止吧。接着就要准备午餐了，一大家子人一起动手，很快一桌丰盛的食物就摆在桌子上了。在这里也跟大家说一下，由于二哥二嫂今天都有工作，中午就没赶上老丈母娘生日，祝福就让2位千金送来了。
瓦娘也是不凑巧，前几天才放的假回来，这2天又出门去外地上班了，也没赶上庆生。Все, садись, давай начнем. А что я скажу? Давайте ешьте. Сегодня ты день рождения, мама. На день рождения Все, моего. папа, садись, пусть она... Всех я вас благодарю. Где-то я и учу. Я буду повторять. Спасибо, мои хорошие, что вы все приехали, что вы все собрались. Спасибо вам за ваши труды, за ваши старания, Любовь. за ваше внимание, за подарки, конечно. Особенно за дом. Особенно за дом, папа. Да. Днем С днем рождения, мама. Днем рождения. Ура! 这吃饭间也是由老丈人、老丈母娘的2件小棉袄代表我们发言，为老丈母娘送上生日祝福。 Дорогая мамулечка, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу выразить свои слова благодарности за все, что ты нам сделала. Желаю тебе, чтобы ты оставалась всегда красивой. Ура! Ты кончай такие речи. Дорогая мама, хочу тебя искренне поздравить в твой день рождения. Пожелать тебе в первую очередь, особенно в твоем-то возрасте сейчас, не перебивай меня. В твоем-то возрасте крепкого здоровья, крепких нервов. Особенно со мной. Особенно с тобой, да. Вот. Чтобы ты всегда оставалась такой же душевной, позитивной, доброй, наивной, немножко глупенькой, как обычно. Мы все тебя очень любим за это, именно за твою вот эту вот детскую наивность. За дурь. Папа! Я поправляю. Ты для нас маленьких. Не забудь, чтобы она не забывала выключать дурочку. 午餐吃的差不多了，蛋糕也该拿上桌了。当然，这切蛋糕之前还有一件事要做。没有。丈母娘没照相了，是不是？ Так, а научите? Получилось? Да, сама справилась. Куда отправилась? 行了，兄弟们，最后感谢的话送给你们。这个普通的俄罗斯老太太在每年过生日这天，不但有来自家人的祝福，还有来自咱们中国千千万万网友的陪伴，那是把她心都乐开花了。能有这么多中国朋友喜欢，是她这辈子想都不敢想的事情。所以我老丈母娘打从心里面就非常感谢大家。这不，我们每次回国的时候，老丈母娘都会说那样一句话，一定要替她向中国粉丝朋友们问好，希望所有人都好。 老丈人要把这栋房子，还有这面这一片地都给我和小大山，然后到时候把这栋房子给拆了，重新盖一栋房子。要说我这俄罗斯老丈人、老丈母娘做事真的是太温暖了，这回真的是把我和小大山给整感动了。事情是这么回事儿，这不前几天我们已经决定在这农家小院重新盖个房子吗？有些朋友还有些不明白，说厨房这屋不是夏天已经改造好了吗？这就扒了，多可惜呀！其实我们这次要拆的是卧室这屋，厨房这里还是会保留继续使用的，所以也没有浪费我老丈人大半年的辛苦改造。一会儿我带老丈母娘和小大山去当地那个小卖部问一下，他们盖房子是地球道去咨询一下。我老丈人这2天睡不着觉了，天天想着怎么盖房子，看看现在儿子嘴里。圆圆的脑袋，大大耳朵。 Там, если уже потом мы в КЦ поедем, если уже доверенность делать, то там нужен будешь ты же знаешь. Да, Твоя но подпись? паспорт взять надо на всякий случай. Мама взяла. Если еще, Йоки, скажите, что пока сердечник, если надо будет срочно подпись, тогда. А может быть расписку можешь ты написать из дома, а мы ее отвезем. Может, Ее надо заверить тогда нотариально юридически. заверен? Да. Ты что съездишь? Ну, конечно, съезжу. А куда я денусь? Че? Чего? Ну, пошли. Да что сидишь? Потом папу надо. А, потом-то, конечно, он
自从说盖新房，我这老丈人啊是成宿的睡不着啊，心里有奔头了，天天就想着新房子咋盖。不知道你们还记不记得，我和小达结婚的时候，我这老丈母娘就说要给我们一块地，让我们以后能经常回来住。Миша, мы с папой не против, чтобы вы с Дашей жили вместе, чтобы у вас была свадьба в нашем городе. Мы вам выделим землю выделим, чтобы вы здесь у нас жили, построили дом. 最让我意想不到的是，这两位老同志现在还记得当年的这件事儿，两个人私下里就商量好了，我们出钱盖新房子，也不能让我们吃亏，这房子一定要写我们的名字。其实我和小达一开始根本就没有想到这些，我们想的就是给老两口盖个房子，让他们能冬天住得温暖，夏天住得凉快。在这两位老人的极力坚持下，我们就决定新房写在小达名下，其实也就是为了让这两位老人安心。我和小达也是不会要这个房子的，对于我俩来说要了也没啥用，最大的价值就是接下来的日子里让我老丈人老丈母娘住得安心，生活的幸福。不过这两位老人的做法属实是让我感到了特别的暖心，无论什么时候都是为了我和小达的将来着想。下妮子带我老丈母娘去当地政府去个那个 A few moments later. 真的俩回来了，先盖开。 Нормально. Короче, нам сначала надо будет папу взять с собой. И с папой уже туда ехать, делать договор дарения дарственный. С собой все документы на дом, паспорт, ну и чтобы папа был, и я была. Человек, который дарит, и человек, которому дарит. Нет, ты не нужна, ты не являешься собственником. И через... Она сказала обои. Обои — это те, кому дарят, и тот, кто дарит. Две стороны. Я с мамой больше не поеду. Она только мешает, реально, она ничего не понимает. Через 9 рабочих дней уже можно будет получить этот документ, что я являюсь собственником. Вот так. А потом уже с разрешением для строительства ехать в мэрию. Это будет через МФЦ. Через МФЦ разрешение строительства получается. Ну куда надо? На площади вот здесь рядом мэрия. Где мэр сидит? Там быстро? Там я не знаю. Там еще не знаю. Сейчас пока земля переоформляют. Да, просто участок земли. Понятно. Что, сейчас папа с собой? Я тоже думаю, можно его с собой взять и сразу все сделать, чтобы не тянуть резину. Завтра там мама день рождения. Ну давай. Звони папа, что билет выйдет. 老丈人老丈母娘要把他家的一块的地给我俩。 Поехали ко мне, чтобы ты присутствовал, этот договор сразу составить, дарение и все. На дарение? 我们回来接老丈人来了，因为老丈人是那个房主户主，老丈人要把这栋房子还有这面这一片地都给我和小达上，然后到时候把这栋房子给拆了，重新盖一栋房子在那边。没想到老丈人来了，手续还是没完全办好，还是出了一点小问题，房产证的原件没有带来。 По документам? Нет, сейчас за процедуру. Короче, 5 дней надо ждать. Что 5 дней? Потому что у родителей нету оригинала документа права собственности дома, только есть оригинал документов права собственности земельного участка. И мы, короче, в Росреестр подали запрос на то, что можно ли на основании вот этой копии нотариально заверенной получить разрешение. Если можно, то через 5 дней придет эта смс-ка и сюда приехать можно сделать. А если нельзя, то надо будет ехать к нотариусу и брать дубликат документа. И после этого опять сюда ехать. В любом случае можно решить эту проблему, не слишком страшно. 行了，兄弟们，今天的视频就到这儿了。接下来小院盖新房会有什么样的进展，我会第一时间告诉大家。咱们下期见。Это русское кубару. Это другое создали блюдо. Русское кубару. 这俄罗斯老丈人亲手做东北锅包肉是一种什么样的体验呢？事情是这么回事儿，自从我们把农家小院盖新房子这件事儿提上日程之后，我这俄罗斯老丈人那是高兴的不得了。之前不就总说他喜欢中国文化吗？现在这老同志不看兵法看上菜谱了，趁着这2天心情大好，这次就要动真格的，非得要尝试咱们的中国菜。为了让这老同志好好的感受一下咱们中华美食的博大精深，我必须给他上强度，让他尝试一下咱们的锅包肉。我家这小妮子也十分的配合，特意找来了中文教程，还贴心的给爸爸切换成了俄语。Свиную нарезку нарезать ломтиками толщиной 3-4 мм. Добавить немножко соли и специй.
добавить картофельный крахмал, добавить масло и хорошо перемешать. Да? И потом в масло. Обжаривать в течение 3-4 минут на среднем или слабом огне. 还是那句老话说得好，做事儿不能纸上谈兵。这教学视频那是一看就会，一小就废，还得我这个专业的大厨给老丈人指导指导。我这儿切的太厚了，那爸爸，那就欧青冻进去。Понял, сделаем. 这胚胎切好，就开始调制灵魂酱汁。这老同志那是相当认真。我这样这调的汁儿还挺浓。要说我这老丈人也是一生要强的男人，说自己要给我们做中国美食，那是一点不让我们插手呀，全程都自己动手调料、切菜、切肉，一气呵成。Что, папа, перевела сумку китайское блюдо, которое, да? Приготовим что-нибудь, Миша. Что-нибудь получится. 等食材都准备妥当，这锅包肉就准备下锅了。Ну что, поехали? Не, папа, пусть пока жарится, потом они... они чтоб не слиплись, Миша. Ага. Мало вот этой, как крахмалу, что ли? Что корочка не образуется. Сейчас, Миша, все будет нормально. Уже вон начинает. Я тебя понял, да, маловато маленько, Миша. Да, 有点少了，那个淀粉。Хватит, надо. Вода еще надо полить. Шибко-жидко тоже не надо делать. Она потом это получается. No. Вот, да, красиво, что надо. Да? Похуже уже, да? Да? Сухое будет. Хватит, все. Ну, давай. А то будет сухое вообще. Ага. 老丈人这又炸的，还真像那么回事。Папа, после России вот так и жарили мясо или нет? Мы так не жарим мясо, мы на сковороде обычно. Все. Чуть масла маленько или жиру. Еще, и разрезаешь пластом и жаришь, как сало. Вот так. Так и мясо мы жарим. А вот так нет. Хватит? Не. Еще ладно. Ну смотри, будешь сам есть. Папа, жарь как ты хочешь, не слушай его. Нет, это он будет есть. Да. Если не вкусно будет. 等肉片都炸过2遍之后，往锅中倒入拌好的调料，再把炸好的肉放进锅里翻炒就行了。一道俄罗斯版中国锅包肉就完成了。Давай садись и попробуй. Папа китайское блюдо. Блюдо китайское. С хлебушком, Россия с хлебушком. Да. Называется, ты знаешь, как называется? Так. Губажоу. Губажоу? Да, губажоу. Губажоу? Ну, это классические все русские. Ну, как раз на губу сейчас положим. Что, как похож? Вкусно? Вкусно? Но это не губажоу. Другое? Не губажоу? Губажоу. Вкусно пахнет. Пахнет вкусно. Ну, сколько тебе папа добавил? Если 10, да. 9 из 10. 9 да? из 9. О, высокая, да, папа? Да. Правда вкусно, но 1 балл минус, потому что это не похоже на губажоу. Это русский губажоу. Да. Другое создали блюдо. Это русский губажоу. Русский губажоу. Что, мама, ты сколько папа ставит? Оценишь. 9 100%. 9, да? 100%. Ладно. Чуть-чуть суховатенько. Ага. Я тебе говорил. Не надо. Ладно, я по-китайскому попробуем, поэтому я ставлю. Ты только попробуй, и все. Точно, это не губажоу? Это по-другому. Ну да, вкусный. По вкусу, ну 7. 7? Да. Папа, его надо вывести отсюда. Что, папа себе сколько поставит? Я 10. 10? Это первый раз уже хорошо. Да? Да. Поменьше зажарил. Я завтра, ну, как-то мама день рождения, я еще раз ему готовить. Можно, Миша?
у тебя вкуснее. Видишь, а? У тебя будет вкуснее. Мне не верить даже. Ага, мы верим. Тебя. 要说我老丈人这锅包肉做的，虽然赶不上国内的口味好，但对于第一次做中国菜的俄罗斯老同志来说，这表现已经是相当可以了。说实话，就算我上手，也未必做到这个程度。锅包肉这道菜对于酱汁的调配还有火候的掌握，要求那是相当的高。就我老丈人做的这盘，我也能给他打到9分，这6分是味道，3分是给他的鼓励，扣1分是我怕他太骄傲。不过这种酸甜口味的美食，俄罗斯人是真的爱吃。我老丈人就算满口没有一颗真牙，也一块块的吃个不停，眼瞅着半盘子就下去了，可见是真爱呀。所以兄弟们，下次希望这老同志做点啥，可以在评论区留言告诉我，让我们一起把中华美食在这个农家小院发扬光大。Ну сейчас один кубов 20 тысяч или как? Нет, Миша. Наверное, 1000, если самый дешевый, наверное, 1012-14. Так он же раз? Нет, сейчас уже все подорожали. Да. 这在俄罗斯农村盖个房子要花多少钱呢？随着我们造房计划的正式开始，如何建，建在哪儿，预算是多少等这些比较重要的问题，我们也逐步的开始了讨论。其实我们这个时间选择的刚刚好，俄罗斯这边还处于冰天雪地的状态，就算是要盖房子，也要等到4、5月份开化之后了。这个期间我们就可以先构思一下所有盖房子的细节问题。还包括向有关的单位进行审批报备，这样才能合法安全的建造房屋。在开始准备工作之前，我老丈母娘又带我们实地看了一下目前房屋的问题。说实话，目前的情况也真是到了要么改造，要么重新盖一个的时候了。Вот тут вот со всех щелей, особенно в той половине, сильно дует. С дороги вот сюда вот подтекала, там, с той стороны на улице, и вода попадала под дом. Там под линолеумом у родителей вообще полов нет. Да, просто там одна земля. Там фанера. Там такой кусок фанеры. Кусок полов нет. 就是我老丈人家房子没地基，地下面就是一层板，板下面就是地了。我老丈母娘说没钱的时候就不打地基，直接在上面盖房子。现在把这板抠下来，底下就是土地泥土了。Там промерзает в том углу. Даже видно, что там промерзает. Ну и так, в принципе, вот везде дыры. Но основное там, да? Основное там домик состоит как бы из досок, а в середине досок там засыпан шлак. Когда поезд идет, железная дорога рядышком находится, и дом как бы стрясется вот так. Сильно трясется, да? Да, потому что без фундамента. Вот видишь, как просел Миша? Вот он садится от старости, и вот ДВП выгнулось. А там внутри просто вот так вот, может, до сюда вообще пусто. И руку подставишь, вот так вот с окон дует. Что видели, да? Да, дует, холод дует. Папа залез на крышу и вот так вот подтянул потолок кверху. Да? Видишь, как вот тут вот, там высоко. Подымал домкратом, приподнять, чтобы закрепить. Подымал, смотрю, о, у меня улица-то вот она. 用一句简单的话来形容目前房子的状态，那就是地基下沉，房子塌陷，墙板漏煤，四处跑风。要不是我老丈人是血气方刚的俄罗斯汉子，就这环境，生活在经常零下40多度的西伯利亚，真的是一种挑战呀。紧接着第2天，我们又实际的考察了一番，看看这房子到底建在哪里比较合适。这个是二哥的房子，然后老丈人想在这块附近盖房。Вот я тоже так хотела. Ну и так и подумала. Вот. Что длинные так вот такие дома выглядят, да? Это не надо, зачем? Вот так делать. Вот так это же уберется. Ну, короче, по угол вот нашего же дома, да? Ну, вот так вот, да, примерно. Я думаю, что пуляма забавила. Зачем серединка, что? От забора? Да, пуляма забавила. Зачем серединка дома будешь? И так вот здесь место побольше. От соседей надо 3 метра, по-моему. Да. Надо посмотреть. Самое мало 3 метра. Да, вот как раз, Миша, так и будет. Я не против. Или как раз рядом там как яма и вода рядом.
Но прокопал там сразу труба. 关于新房的选址，目前我们还是有一点小小的分歧。我一开始感觉靠近南侧的水源和下水道更好，一方面采光更优，一方面也省去了开凿架设管道的工作量。我老丈人和小达拉他们还是觉得靠近二哥家一侧比较好，因为咱也不是专业搞建筑的，到时候还是要以我老丈人和施工队的意见为准。这专业的事还是要交给专业的人来办。上一期我们也说过了，这个房子我们全家都希望建成这种经典的俄式木克楞，以我老丈人在这个地方深耕几十年的人脉，各个工种都能找到熟悉的人来施工。但整体来说，现在盖房子还是要比前几年贵了不少，主要还是由于原材料的各种上涨。像是二哥家的砖房之前盖起来大概花了400多万卢布，我们的木克楞盖起来相对来说要便宜一些，但也基本上要300万卢布左右。这次我和小达就打算全力以赴帮助这2位老同志了。这破旧的房子住了一辈子，老了也该享点福了。要说我这老丈母娘还是太可爱了，我们在这块讨论，她就在那呵呵乐，可见是真的开心了。一个彩钢房顶都能让她幸福感爆棚。Я бы хотела профлист, мне нравится. Кого? Профлист нравится. Ой, Ну. хорошо. Зато шум будет. Ай, пусть будет. Пусть. Нет, есть эти, как она, которая звукопоглощающие. Которая внутри делают. Ну, Шумоизоляция. шумоизоляция. Что они нормально? Они там много. Они вода туда профессора, они громче. Да? Ну ничего. Да, конечно, спать можно. Как раз мы слушаем вот это водопады. Люди спят под музыку, это будет дождливая музыка. 行了，兄弟们，今天的视频就到这儿了。未来我将会持续更新我们的盖房日记，喜欢的别忘了点赞加关注，咱们下期见。Мишенька, спасибо вам большое. Ой, мама. Ой. Пожалуйста, мама, не плачьте. А чё, Миш, всю жизнь в сарае прожили, ёлки-палки. 没错，兄弟们，这酝酿了2年多的计划终于是要实施了。我和小达决定帮我这俄罗斯老丈人老丈母娘在这片生活了半辈子的地方重新建一套房。事情是这么回事儿，其实这个问题我们在年前已经讨论过了，那时候我们还在纠结要不要在城里的郊区重新买一套，考虑到这老两口岁数大了，离我们近一点更方便照顾。但经历了长时间的思考后，我们还是决定给这老两口在原地盖一个，毕竟生活了半辈子的地方还是非常有感情的。我这老丈母娘也是性情中人，一听说我们要给她盖房子，这眼泪就再也控制不住了。Мишенька, спасибо вам большое. Ой, мама. Ой. Пожалуйста, мама, не плачьте. А чё, Миш, всю жизнь в сарае прожили, ёлки-палки. Уже надоел этот холод, топить, уже силы-то стареешь. Мы не молодеем. Самое главное, чтобы сейчас все в легкости прошло, чтобы без скандалов, без сложностей. Конечно, будут сложности, но все равно хочется поменьше Ну, сложностей. конечно, не надо этих руганий. Самое главное, Миш, сруб бы поставить, окна вставили, тепло туда загнать, а там потихоньку делай. ёлка. Сначала одну комнату, потом другую комнату потихоньку. Вот это фонтан есть? Нет. Вот это дома нету фонтана? Какой фундамент? Там вообще Нету там ничего ничего, нет. Миша. Нет. Там просто земля и доски. Я видела там как бетон. Это папа Это заваленка. Уже когда Это дом просто сделал, для тепла. Там А, для звенело тепла все. делают. Ну. Но там, когда вот мы заселились, у нас ковер к стенке примерзал, иней там полностью закрывал его. Я думаю, там фонтан был. Не, Миша. Я-то, доченька, сразу обрадовалась, как ты сказала. Я просто смотрю, думаю, как папа... Я вижу, что мама, смотри, папа. Можно радоваться? Да, можно и нет. Видишь, мы сильно от печей от этих устали, 2 печки топить. Вот Тоже эту всё. зиму маленько, да вот то как-то еще терпимо было в эту зиму. Сядешь к компьютеру, от стены дует, ноги замерзают в тапочках теплых, невозможно. Так ему уже сколько лет этому дому? Он уже старый вообще. Ну да, так и вижу, что стали. Ну, я Строили тогда трудные времена были. Понимаю, С этих что- досточек строили и между досок засыпали шлак. Ага. А это поезда идут, шлак вот так вот трясется. 要说这老房子的问题还是比较多的，只有在厨房这屋有个小卫生间，我们每次洗漱都要跨过整个院子，这也是我家这小妮子特别想改变的。这还没开建呢，就在那幻想着新卫生间的样子了。 Как мы когда новый дом сделаем, да, мы вот душевую типа вот так поставим, типа сбоку, она вот в углу. Тут окно, стиральную машинку туда положим, и также будет это стоять. Тумбочка с
с этим, с раковиной и зеркало вообще классно будет. Ты у меня молодец, доча. Еще ничего не сделали, а ты уже все продумала. Молодец.之所以要重新建一个房子，也是因为我老丈母娘他们目前住的这个房子实在是太旧了，整个接触框架已经有60多年了。我老丈人他们是26年前接手的这个房子，来的时候本来就是一片废墟，之后就是我老丈人一个人一块木头一块砖重新建起来的。因为年久失修，再加上本来就没有打过地基，现在的房子低一块高一块，到处都是问题。我给大家看一下啊，这是我老丈人家，就是这一侧这个小院。我老丈人说把房子要建在这一块，但是我说的把房子建在这一侧，因为这侧离那个水近，还有那个下水道啥的都在这一块。如果说把房子建在这块的话，就是管要挖很深，然后很远才能到那边。然后我们是决定把这个房呢全部都拆掉，然后这中间这块是一个大院子了，然后我房子或者在这一侧，或者在这一侧，其他这一侧就是不种庄稼，就都改成小院。我给大家看看我老丈人家的房子，都裂了，都开裂了，然后四处透风。这房子年头太大了。Ну, если убирать вот это дома, да, папа? Там долго будешь или нет? Миша, смотря разрешение, если можно, то можно договориться, знаешь. Ага. И мебель вытащить еще как убирать? Мебель, окна вытащить, печку разобрать, вот кирпич там забрать. Ну, вот это водопровод, это отопление снять. Там же вообще ничего нету. Ну. Смотри, видишь? Вот. А. Вон она. Это заваленка, вон, все, там же все гнилое, вон, Миш, видишь? Вон она. Доски вон пустые. Это там, Миш, вон можно с Алешей поговорить, у него там знакомый есть. У него и фура есть большая, и погрузчик этот есть. Да, сразу. Там твоня все уже. Лучше заплатить, чем самому возиться. Да. Там сколько договорился, 5 или 7 тысяч, или 10, и лучше отдать их и все. Ага. 至于房子究竟盖成什么样，目前我们全家人还在头脑风暴中。不出意外的话，还是具有俄罗斯特色的俄式木刻楞，这也是我老丈人老丈母娘比较钟爱的。而且这老两口想的也是比较简单，一方面要省钱，另外一方面还是为了我们回来能住得更好。Я как думаю, Миш, чтобы, ну вот вы же дети тоже, вот пока мы еще, сколько там нам Бог дал прожить будет, было... Вы были независимо. Вот приехали вы в гости, у вас спальня своя, у нас своя. Ну, Наташа вот приедет своя, чтобы... Ну, 3 комнаты. Ну, 3 комнаты и зал. Кухня-студия. Да, потому что родительская, чтобы была, и 2 комнаты. А кто если в гости, да, Миша, приедет, те в зале можно поставить, пусть переспят. Все равно же не на столько времени не приезжают, 2-3 дня. Ну вот, мы вот так вот. Ну и туалет чтобы был. Чем проще, тем лучше, Миша. Вот этого вполне хватит, 3 комнаты и зал. Ой, примерно такое. Вот наподобие. Ну, здесь чердаком. Можно по-другому. Здесь чердаком. Не, вот это второй этаж не надо. Нет, я и говорю, что его не нужно. Второй этаж не надо. Ну, просто закрытый он. Ну, просто сделать крышу. Не, и меньше вот это. А это сильно высокое, да. Крышка поменьше, да. Тогда кухня будет. Ну, сам дом будет лучше. Ну? На 1-м этаже. Ну. Ну, это так, пример. Их очень много вариантов, сейчас их много делают. 行了，兄弟们，今天的视频算是迈出了最重要的一步。接下来关于新房有哪些动作，我会第一时间告诉大家。你们有哪些好的建议，也可以评论区告诉我。就让我们一起一步一步见证新房的建成吧。